11 утра, сейчас показывают, что мы приедем где-то в 20. Погода просто ужасно, все жестко замело. Дорога просто жесть, я еще в летних кроссовках, сори, мама. А, ну вот, что-то тут какая-то авария. Можешь помочь им толкнуть фуру? Сзади-то и поехали. Короче, нам ехать еще часа 2. Тут фул перекрыта дорога, потому что Range Rover улетел. Прохор пошел помогать двигать тачку. А, слышишь, нифига себе, так здесь по щиколотку этого снега. Почему? 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 Может, тебе надо было сидеть лучше? Зачем тебе? Выехали на трассу, осталось буквально, я думаю, ехать где-то час. Если там никаких приключений не будет. Проходит 10 часов уже за рулем. Чуть ватненький, чуть ватненький. Если у вас водичка не холодная. У нас вся на холодном, не выключено. Да так же Каримы, я думаю, едет. Но я вот это смотрю, сзади вообще машин нет. Ага. Сзади так, ну что, мы в Польше. Приехали буквально где-то час назад. Ну вот это, оно... Выглядит не очень. Зимовый плен до... Ну... Зимовий плин. Ну на какой хер на улице стоит? Ну потому что зимовый написано. Жидкость для мытья автомобильных стекол бесцветная. Это оно. Ну вот это хоть похоже. Бля, как мы сейчас жидкость для радиатора сюда не залили. Я уж как-то так и почувствовал, что что-то не то. Вообще ничего страшного не случилось бы. Да не. Навряд бы мы заглохли от того, что в дворнике ты залил жидкость от радиатора. Неудобно будет. Закинь мою куртку туда дальше. Ну вот сюда. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. Ты можешь одну громкость поставить, а я со своей стороны буду регулировать. Давай, Серег, только не обострись теперь. Это точно. Пусть ты меня очень напрягает, когда ты говоришь. Диджей Сережка отдыхает. Сейчас по трекам разберемся. Короче, зарядка 5%. Мы сейчас кушаем, идем в отель и сразу вырубаемся. Поэтому Брикос, Трос, Кокос, манго, пиво и насос, Кейм Виланск, Смарт Грей, Человек-паук, диджей. Жесткий переход. Доброе утро. Сегодня последний день дороги. Мы 4-й день уже едем до Италии. И вот сегодня крайний. Быстренько собираем вещи. Поснимем с дрона то, в каком отеле мы остановились, потому что это вообще жесть. Короче, случайно захлопнул свою дверь с картой. Пришлось ходить восстанавливать. Там ребята, думаю, уже что-то снимают. Но на самом деле тут очень прикольно. Во-первых, тихо. Ты вот сейчас ходишь. Я никакую дорогу даже не слышу. Слышно, как я по снегу иду и какие-то птички. Причем самое интересное, что мы даже не планировали сюда заезжать. Случайно выбрали то, что по пути попадалось на букинге. Потому что не успевали доезжать до Италии, нужно было где-то переночевать. А тут такая имба попалась. Добрый день. Как чужие люди прошли мимо. Только так, Серега, чтобы он не улетел сейчас с концами. Ой, ёперный театр. Только ты ж не забудь рек нажать. World was on fire and no one could save
I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Доброе утро. Сегодня первый день каталки. Сейчас 9:40. Я думаю, ребята уже понемногу поднимаются на горы, может даже и спустились пару раз. Я пока что скипаю каталку полностью. Вот по приезду как раз только заселился, сразу же сложила полностью. Нос заложен максимально. Горло першит. Поэтому я думаю, на пару дней останусь в номере. Буду пить чаи, шикать нос. И надеюсь, выздоровлю как можно скорее, потому что мне как минимум нужно еще научиться кататься. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. Я буду тогда сейчас собираться идти в аптеку. Но задача такая: выздороветь буквально за сутки. I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Короче, по традиции моего любого отдыха. 4-й день какой, да? 4-й. Я заболел. Еду в аптеку. Сиропы надо купить от кашля. Шикалки, мази для груди, потому что начала сразу опускаться вниз. Першить на горло. Хоть 3 дня успел покататься. И сегодня будет chill day. Чаи и весь день работать. Супер, температуры нету уже как ровно сутки. Поэтому я думаю, можно более серьезно врываться в лыжную историю. Соскучился за машиной, 3 дня не ездил за рулем, или 4. Уже капец как хочется покрутить баранку. А вот папина машина. Солидно, мне черно-белый тоже нравится. И здесь вот так вот выглядит у нас городок. Такой вид сразу, гора красивенная. Мечта сюда приехать как-то на месяц. Пожить летом, просто ходить в походы, хайкингом заниматься, дышать, да и все, и сидеть здесь работать. Не знаю, почему мне от гор всегда лучше самочувствие. Морские отдыхи забирают всегда энергию, особенно там, если они еще с ультра какой-то в комплекте с жарой идут. Или тяжелым регионом по влажности, то это не отдых, а наоборот, и какое-то постоянное изнеможение организму. А горы это game change. Is the one on the right. I mean, I believe you. No, I mean. Heaven's name, why are you walking away? Where's the DJ, like, you know? To your love. In heaven's name, why do you play these games? Hang on to your love. Take time. Ну что, запишем небольшой апдейт на аппаратуру, которая приехала. Во-первых, увеличили capacity рюкзака. Весь став можно было всегда с собой носить и не дробить это на большое количество ненужных сумок. Поэтому начали с огромного travel рюкзака Патагония. Будем складывать абсолютно все оборудование, которое есть. Heaven's name, why are you walking away? Hang on to your love. In heaven's name,
Заканчивается первая неделя в одном отеле. Переезжаем в другую. Я покатался всего 2 дня. Полностью слег. Ложила грудь. Целыми днями пью чаи, таблетки. Сиропом уже, честно, надоело просто усраться как. Впереди еще 2 недели. Поэтому я надеюсь, что будет шанс на каталку. Сегодня приезжает Саша Морозов. И начинается вторая часть. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Нафига вы так переглядываетесь вообще? Блин, ну зачем мы обижаем Сереженьку? Сереженька, не помогай. I dream of the places I've been with you. Вау. О, давайте скинем на трибуну. Давай. Короче, очень красиво. Хочу сказать, что мой номер, который оказался дороже, на сколько? На 500 евро? Да. Ну, как будто бы хуже в разы. Понятное дело, что мы платим еще спа, вот эта вся история, завтраки. Но какой здесь вид? Типа, офигеть. И у меня выходишь, и там просто так деревья. С другой стороны, грех жаловаться. Хороший вывод, финальный. I dream of the places I've been with you. Always sat in the stream flowing by. Смотрите, а вы снимаете друг друга? Ебу друг дружку, а деньги в кружку. Мы ничего не снимали. Я извиняюсь. Я извиняюсь. У вас здесь все хорошо? А мне еще подержать одну, да? А я в других кроссовках. А если Петя застегнул бы, в тех бы не упал. Как тетя Маша, все хорошо, да? Ты смотри, какой красивый. Что, Сережа, выздоровел? Ох, нет. Да, конечно, ну, уровень доверия максимум. Скажем так, если не будет температуры Завтра можно идти. и будет солнце, я завтра планирую покататься. Блин, слушай, ну, вид сумасшедший, особенно вот эта гора. Я, кстати, порвал штаны. Я уже Лесе написал, чтобы она мне заказывала новые. Ну вот такой. Куда надо было так бежать? Так его знаешь, как в детстве ты такой падаешь и такой, блин, и что делать? Они сразу прибежали на нас смотреть. Кто? Альпаки. Земляне! Офигеть. Сережа, мы будем ехать. Цвет, конечно. Офигеть. Что за трэш? Что за трэш вообще? Прикольно. Ну это Excel. Я, Саня, если честно, не помню, что я заказывал. Главное, что я... О! Данила. Последнюю шапку вы дали. Коллегу, дворную свою летнюю. Или одевать зараз костюм, который с прошлого года. Хорош. Именно не ту фасон, понял какой? Тот, который удобнее. Угу. Ну я понял, Который не в оптигон. Оу, щит, man. Оптивон. Не-не-не. Но Оптивон весь разобрали, Саня его и не нашел. Ну, сумочка дефолт. Оу, щит, man. Это жесткий кардиган. Это самый теплый вид кофты, который у них есть. Это флис с шерстью. Ой, ну хороший размер.
Извините, а у вас здесь кружок лыжников. Ну да, ты такой скоростной лыжник. Я бобслист. Ты, конечно, ветер будешь обдувать только так. Нет. Да нет, так все. Красота. А дырки там нету-то? Ага, чисто. Ух ты. Так, ну я же профессионал. Ты такой бордовый, да, будешь? Я, получается, с региона Бордо в Италии. Ага. Ух ты, ну куртка повеселее, кстати. Цвет называется Рыбалка. высохшее вино. Фирма Зара. Серьезно? Серьезно? Да, это Зара. Ну это не супертехнологичная фирма. Мне в прошлом году это никак не помешало получить удовольствие от котов. Мне помешало твоему костюму. Потому что я тебе мешал. Я извиняюсь. Извини, пожалуйста. Но без негатива. Walking on a dream. How can I explain? Только ты шрек не забудь нажать. А ты, кстати, сейчас неплохо заметил. Поверь, я знаю Серегу как облуплю. Запустил просто. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Гай. Блин, надо и мне взять. Ну? У меня вторые были. А я сейчас иначе сделаю. Ну, ты знаешь, ты как Веном. Кто? Веном. Из Марвела, типа? Да. Как я на него похож вообще? Ну, получается, все правильно. Ух ты ж, блядь. Так, окей. Чуть не рассчитал. Чтобы меня подстригли. Сейчас, конечно, Саша был бы с новой прической. Ничего, не давай, надо как минимум вот такие, что были. Ну это сейчас просто тяжелый период, когда оно такое ни туда, ни сюда. Надо чуть переждать и будет нормально. Но уже на ресепшене в восторге. Итальянцы что-то знают. Love you found in me. Now it's changing all the time. Heaven Аккуратно. Где? Это. А можешь показать? Чего я старался? Фу, я занимался уже. Экватор отдыха. Влог не знаю, наполовину мы сняли или не наполовину. Январь так прошел достаточно в суматохе, в спешке куда-то, хоть мы здесь, но все равно куда-то постоянно бежим, времени посидеть так даже повтыкать нету. Ну и хорошо, потому что в Киеве обычно это такое затишье глобальное. Вот. Много работы, реально доволен. У нас очень много апдейтов по скопу. Скажем так, выравниваются пробелы, которые у нас были. Слава богу. Как-то каждый раз, когда какой-то промах, не знаю, меня бьет оно и больше всего по менталке. Как-то к академии я не так отношусь. Не знаю почему. Работаем над новым брендом в плане обменки. Будем делать глобальный ребрендинг и выходить на другие города. Мы строили в течение 25 года локации новые, поэтому в этом году постараемся их реализовать, запустить под новым именем. Старый бренд будем спускать на нет, закрывать его будем и переформатировать аудиторию уже под новый. Почему так? Потому что со старым были ряд проблем, тем более у нас там были партнеры, и мы решили в этом году разойтись по обоюдным причинам. Каждый пойдет в свое плавание, и мы пойдем дальше. Вот. В этом году мы сделаем Львов, уже он готов, кстати. В этом году у нас будет Мы постараемся закрыть еще вопрос, там, может быть, Ирпеня.
есть хорошее предложение по локации. И так чуть по чуть, мелкими шагами предоставлять качественный, хороший сервис. Сейчас мы еще сидим по кусочку пиццы, по бокалу бабука. Будете еще есть? Да. А кататься? Я тогда поеду. Первый раз в жизни еду один. Тепло, блин, оделся. Завтра мы переезжаем опять в новый отель. Меняем локацию, переезжаем в другой городок. В том городе и в том отеле я вырос. Меня поставили кататься в 4 года. Суть отеля в том, что он находится на высоте 2000 метров. И ты с утра встал, одел лыжи и поехал. Тебе не надо никуда ни идти, ни ехать, ничего. И также в конце дня возвращаешься сразу же в отель. Прям с Кирум заезжаешь. В этом была и суть, почему туда ездят с детьми и в целом. Моя максимальная скорость была 85 км в час. Это на самом деле быстро. Но у меня из-за веса, я из-за веса очень легко набираю скорость. Во-первых, у меня, по-моему, для про лыжи продвинутые, поэтому такая, бочка с медом на горке, 100 килограмм, чтобы костюм здоровый. Еще сзади рюкзаки с камерой. Блин, ну так, когда 2600 уже поднимаешься, чуть-чуть прохладненько. Уже ветерок кусь-кусь-кусь-кусь по щечкам делает. Тебе не жирно 2 пиццы таких? Академия, делаем слияние LTTR. Ну, мы уже это где-то обсуждали на каких-то стримах. Теперь это будет единое большое закрытое комьюнити, чтобы было аудитории легче ориентироваться. Поэтому это, скажем так, уже более комплексный будет подход. Поэтому мы сейчас просто упростим немножко флоу. Сделаем все на простом языке. Здесь обучение, здесь комьюнити. И так и работаем. А комьюнити уже внутри, понятное дело, что будет, да, очень насыщенным. С большим количеством апдейтов. У нас и трейдера поменялись. Ну и в принципе вы видели, если не видели, то посмотрите подкаст. Здание вышел. Трудности даются сильным, поэтому, скажем, будем, надеюсь, со всем справимся. Все, что не несет угрозу здоровью, то не так уж и страшно. До свидания, спасибо большое, до следующего года. Ну объясни, что это такое. Потому что такой символ. Вот есть такой медвежонок у меня. У вот этого молодого человека. Это я. Но я уже не особо молодой, но да. И вот этой молодой мадам. А она действительно молодая. ММ, молодая мадам. Шубы выпали на пол, срочно помощь. Так, значит мы уже приехали в Монтепано, правильно? Нет. Пан это отель. А. Это город называется Ортизей. Ортизей. Прикольный какой-то сидорок, нет? Симпатичный, да. Класс. Чё прикольный? Очень симпатичный. 1200 евро. 120. 120. Мне аж плохо стало.
Расскажи ну, про этот отель. Правильно они сделали. Ну что рассказывать, когда-то этот отель нашли друзья родителей, они итальянцы. Вот. Они... Здесь мой папа первый раз в жизни встал на лыжи. И последний. И последний разложился и больше не катался. Потом нам исполнилось мне 4, а Матвею получается 9. И мы начали сюда ездить. Ну и ездили сюда до 15 лет, наверное. Вот, а катались мы вот здесь. Так, я сейчас быстренько собираюсь со своей манатки, шмотки и переезжаю к ребятам в отель. Буду жить не сам, подъедет еще друзей. Решили сделать легкий сплит, поэтому ну, почему нет? Я на интроверта не похож. Как оказалось, такси сейчас не сможет приехать, потому что на перевале столкнулось 2 машины, и дорога будет перекрыта минимум часа 2. Поэтому мне сказали идти вон туда, на автобусную остановку, ждешь автобус, и после садишься на подъемник. Мне на подъемнике с такими сумками, не знаю, что вообще делать. Дальше, с чего мы начали? Мы начали с камерного крутого экранчика Feel World. Это, кстати, обязательная вещь. Жирный Coiled HDMI для того, чтобы на камерный экран цеплять. Красный, чтобы разбавить чуть вайп и цвет. Короче, я уже поселился, все топ. Такой номер, максимально армейский, но ничего. И сейчас как раз таки едем забирать чела, который должен жить со мной. Он загруз за пару километров отсюда в сугробе, поэтому будем его выкапывать. Но с такой погодой неудивительно. Я похож вообще хоть немного на спасателя. Погнали. Короче, мы едем, там товарищ сегодня должен приехать сюда. Идем спасать моего сокомандника. У нас такая спасательная команда. Взяли 2 камеры и 0 лопаты, 0 вообще. Ну мы тебя оттуда заберем и машину там оставим, и все. Да брось, ну что они сделают? Эвакуируют ее? Куда эвакуировать? Ужасно будет погода. Да. Ну да. Ладно, давай. Денчик будет со мной сегодня тусоваться. Точнее, не сегодня, а сколько? 4 дня? 2, 3. 3 дня. Посмотрим по ситуации. Видел по погоде, конечно, по погоде. Ну ничего. Зато красиво. У меня с кроссовками такая же история. Так, ну первый день в новом месте, мега снежно. Но теперь это хоть точно похоже на зимний отдых на горы. Видимость нулевая, но ничего страшного. Здесь, кстати, заметил, что официанты работают те же, что и 10-15 лет назад. Ноги вот так вот. Да, но я думаю, что надо ехать садиться, немножко переждать. Давай. Я согласна. Потому что нет вообще никакого Вообще, удовольствия. у меня ноги забились очень сильно.
Ну, лыжник более светский вид спорта, чем сноубордисты. Сноубордисты — это скейтеры, шпана, нефоры. Ну, лыжи — это чуть другое. Зачем меня? Всем привет! Хочу напомнить про наше сотрудничество и партнерство с биржей OKX. У нас уже сложились достаточно теплые отношения, и они сильно помогают с нашим YouTube-проектом, приглашая на различные ивенты, и это дает возможность снимать уникальный контент. Надеюсь, в этом году мы точно так же что-то покажем совместно. А пока мы решили сделать небольшую акцию. Суть очень простая. Для ребят, которые первыми откроют позиции на бирже OKX от $15, получат денежные призы. Мы выберем 30 участников. И ссылка на менеджера находится в описании. Вы можете написать ему, скинуть ему пруф, и он дальше уже будет сопровождать этот процесс. Всем спасибо. О, привет, братишка. Ты что, тоже здесь? Ну ладно, если ты уж сидишь здесь, значит я тебе немного расскажу. Смотри. Снова переезжаем. Снова не буду спать ночь, буду собирать сумки. Это вообще для меня классика. Вот почему-то сумку всегда собираю ночью. Кстати, послушай, какой трек классный на фоне. Это не игрушки. Трек с 2016 где-то года. Так вот, посмотри. Собираю кучу сумок. Чемодан почти вздутый. Но уже просто ничего не влезет. Так, сегодня какое число? 29. Завтра надо быть уже с самого утра в Сант-Морице. Ночью температура у меня была 39,5, непонятно чего. Сейчас 38,4, поэтому нужно каким-то образом за один день полностью встать на ноги, чтобы завтра себя нормально чувствовать. Потому что мы едем на выставку этих машин, как она там называется, я уже не помню, Сант-Мориц. По факту тусоваться весь день надо будет на морозе, поэтому непонятно, как это все будет происходить, поэтому будем смотреть. У меня еще особенность организма, что если у меня начинается температура, то она всегда очень высокая. Я, если честно, вчера очень боялся, что будет 40. Ее почти невозможно сбить. Витамин С. Такая вот печенька к чаю. И кап. Эту штуку все надо выпить. Ну чё, 2 дня с температурой 38-39, сегодня 30 января, и мы выезжаем в Сант-Морец. Температура была 37,3, сейчас 36,8, поэтому можно сказать, мы победили этот вирус. Короче, высадили Серегу, и так как его нету, то я сейчас расскажу жесткие факапы, связанные с Серегой. Итак, во-первых, Серега все откладывает на последний момент.
все, что я его предупреждаю и говорю, надо делать в моменте, он это полностью всегда игнорирует. И как оно получается? Во-первых, мы в Морец, когда ехали, я ему еще не дней 10 назад сказал: чувак, забронируй жилье, во-первых, потому что его не будет, это раз, а во-вторых, ну, оно тут реально очень дорогое. Он такой: да. В итоге ничего не забронировал, дело дошло уже до того, что мы уже подъезжаем к Морицу, тип без жилья, в итоге бронирует себе какую-то халупу. Ну что, постоянная рубрика «Рум-тур». Сейчас застану в угол, и ты посмотришь на всю вообще комнатушку. Все, вот это вся комната. И чтоб ты понимал, это все за $500 в сутки. Смотри, вот так выходишь с номера. Идешь. И что тут написано? Подожди, Свет. Bathroom. Exclusive use of the room 9. То есть конкретно под мой рум есть отдельная ванная. Как отдельная комната. То есть мне нужно идти в лобби. What the hell. Блин, честно, нужно прям постараться выздороветь до 1 числа. Это по факту послезавтра. Потому что с Прохором забронировали полет на вертолете вокруг Сан-Морица. Это должно быть прям очень круто. Но по факту у меня осталось 1,5 дня. Ух ты, горячее какое, с ума сойти. Пусть постоит, тут может кто-то с холода придет, и ему захочется сразу же огречиться. Такой подарочек от семьи. Конечно, много всяких раритетных машин. Ну, так вот я там пообщался с человеком, некоторые стоят 15 миллионов, 25 миллионов. Короче, выставочные, очень редкие экспонаты. Ну, так вроде прикольно, конечно, но я не прям, скажу честно, фанат этих всех автомобилей, спорткаров, суперкаров. Ну, понятно, что там из свежих пару машин мне какие-то нравятся. Вот эти всякие Бугатти, Шмугатти, старые эти конюсинги и так далее. Ну, такое. На пятерке BMW поприкольнее ездить, мне кажется. Все шоу закончены. Минус 5, минус 6 после температуры. Чувствую, конечно, что я очень сильно настыл. Тут были люди с серьезной аппаратурой, серьезными камерами, но все равно мы на уровень выше. Единственное, что руки сраки, не факт, что то, что у нас хорошая аппаратура, это значит, что я хорошо все поснимал. Вот один из самых красивых и центральных отелей сверху на замок этот, ну и точно так же один из самых дорогих. На 2 ночи он стоил 15 тысяч евро, по-моему, или 20. Пол Шкоды Суперба. Везет Саня с Италии то, что мы заказывали. И садится снимать обзор, анбоксинг, анпакинг. ND-фильтра. ND-фильтра на объектив, который я сейчас пишу. И где-то есть еще один ND-фильтр. Он на... ND-шка на вот этот вот объектив. Органайзеры. Чтобы пихать в рюкзак. Все Патагония. В одном бренде надо собираться. Уже, естественно, начинали им собираться. Тебе пиздец как идет. Так, давай еще раз. Ты говоришь? Тебе пиздец идет. Я читаю о том, что дочь не хочет время проводить с мамой. Почему? А с кем хочет? Ну, со мной ок, с бабушкой ок, все. А вот мама говорит: можно я тебя обниму? Она говорит: нет, и все, и убегает. Это, я тебе хочу, это фаза безопасного контейнера. Так, тебе надо отрубить его, сейчас GPT будет опиздец.
любят ингаляторы. Так, ну что, идем в магазин фотокамерный, приценить, что здесь продается. И иду купить себе меховые ботинки. Купил ручку с ней, видите, я не знаю. Ну, по картинке должно быть понятно, что тряска теперь гораздо меньше. Новая ручка. Боковая на клетку. Чтобы было удобнее и без дергания рук. Плавнее картинка была для влога. Крепление на ручку, на клетку. Дополнительные. Бам. Смотрим, что здесь. Доп. Присоска. Бам. Так, купил то, что хотел. Я еще иногда смотрю видео на ютубе, там где без звуков, без ничего, парень ходит со стабилизатором. Так вот чисто по городу идеально. И снимает просто улицы, подворотни всякие. Там по Лондону, по Гонконгу, Шанхаю, Токио. Прикольный очень тип контента. Не так как фоновая, расслабляющая. Я не знаю, что посмотреть. О, какой пересвет камера ловит. Bump my head and fell off top and run on sins and friend on friend. If we don't win and pay your ties and man your fins and we alright and KO kins and big old rims and LA homes. If that ain't wrong, if I ain't gone, I ain't home, I ain't them. No more ends and no more trends and photo 10 and photo lenses. Notice this, pull this shit, bonafide, woe is me, bowl of grits, naked pimp, beaming up, clean as fuck, other side, chill for niggas. Сегодня, конечно, на второй день людей в 10 раз больше. Погода реально топ. Думаю, даже немножко подзагорюсь сегодня. Выходные, бля, рынок так вчера отвалился. Ну, позиция по Солане, это вообще, не знаю, видно или не видно. 52к минуса. Ну, метрей спред нормально, он балансируется постоянно, поэтому. Хай позиция тянет, чуть-чуть выравнивает плюс, поэтому. Ну и плюс открыты еще опционы, хедж. Посмотрим, надеюсь, они немножко сбалансируют, если будет дальше просадка. В принципе, надо быть готовым точно, что цена нырнет под 80. Ну, когда это видео выйдет, уже как раз и узнаем. Хочется уже приехать домой, сесть обратно за компьютер и back to work. Хочется активнее вести телеграм-канал. Как видите, YouTube у нас тут особо активности рабочей нету. Мы его стараемся делать таким развлекательным, travel. Подпишитесь на канал, ссылка будет внизу. Сейчас по возвращению будем активно им заниматься. Серый подъем, блядь. Мы сейчас быстренько собираемся, вещи тебе закидываем, в 10:30 выселение и в 11 уезжаем на вертолет. Фу, хоть бы выжить после этого вертолета. Ой, да наконец-то с первых раз светлая сторона, светлые окна. Я так ненавижу находиться при свете, ну, который неестественный. От лампочек. Да, ненавижу просто. Я дома никогда не включаю свет почти в кабинете. Вот телек у тебя как обычно. Хочется всегда только вот натурального света. Ну и здесь такой вид наконец-то не во дворы. Ого, какой душ, да? Скажи. Вообще крутой. Клизма. Бам-бам-бам. Но ингалятора здесь нет. Продвинутые люди. Да, ингалятора, кстати, к сожалению, нету. How many souls do you touch a day? How many hoes do you fuck a day? How many flow do you thought convey? How many know you can't walk away? Them
Depending on the way I feel, I might kill everybody around me. Might heal everybody around me. How the wind blow, open your window, let the debris in, never let me in. Now you kick back with kick though. Maybe if I could live 100, yeah, that'd be real. Pay me if I'ma be rhyming these, I'm a them. Crazy my other show, went to my mama them. My daddy said I'ma say. Что, вчера обвалились рынки, у нас лосс большой, у меня точнее. Если рынки завтра откроются и откупятся выше 80 тысяч, и мы закрепимся там, то, можно сказать, беда миновала. Если нет, то... Будешь как серенький в программировании. У меня когда-то был похожий велосипед оранжевый. Это курс был еще 8, он стоил 46 тысяч гривен. Сколько это? 6 на 8, 48. 6К. Можно было спрыгнуть, блин, с метра, с двух на лестнице. Я понял, он ароматизируется. Да, там... Как ты? Как? Ой, блядь. Got two Xannies, ooh, just don't forget me. Love me for the moment, hug me like your sibling. We ain't that important, vice cops in the kitchen. Grew with Apollonia. Ну, это слишком жирно. Это объектив анаморфный, или как он так называется. Я не разбираюсь еще, не умею на него снимать, но это чисто киношная история. Ну, будем тестировать только, не знаю, посмотрим, получится, не получится. Вот и прошел небольшой месяц отдыха. Дорога длинная, 2200 км. Ну ничего, программу полностью отделали, все наснимали. Едем все пересматривать, монтировать. У нас все отели, все отдыхи встретили хорошо, все курорты. Ну вот как-то и так.